Сегодня у нас вторая передача, живьем, так сказать. И это уже, по-моему, третья неделя постройки. Инсталляции построены на сегодняшний день 3, но еще не закончены. Ни одна не доведена до конца. Это обычная история, поскольку доводить до конца мы будем в последние 3 дня до открытия. На это оставляется специальное время. Сейчас мы идем по залу, который вы видите. В прошлый раз был не покрашен, не достроен, сейчас он докрашен, построен. Теперь из него должны вынести весь мусор. Здесь будут картины. Следующий зал, он у нас оказался таким, как бы, еще одним дополнительным залом, поскольку у нас больше в этот раз картин, и здесь тоже будут картины. Почти готов, тоже почти почищен. И его нужно было подготовить и очистить для того, чтобы можно было пройти в следующую комнату, в которой сейчас, посмотрите, уже появились картины. И картины натянуты, одна из них уже натянута на подрамник, она стоит. Вот таких картин, только в 2 раза больше еще, будет 3. И это 3 ночи называется. Потолки будут затемнены, потом мы поправим свет так, чтобы он падал так, как нам нужно. Поставим забор, поставим бинокли. Ну, в общем, вот такая инсталляция с такими работами. И дальше можем посмотреть, что еще успели сделать с позавчера. То есть практически за 2 дня огромное количество работы сделано. Но у меня пока что впечатление, что еще большее количество работы предстоит. И в какой-то момент начинается невероятная паника. А ты просто боишься, что не успеешь закончить. Но поскольку кроме рабочих дней еще существуют ночи, то я думаю, что и ночью можно будет работать и все-таки закончить. Здесь как бы у нас пока что пустая комната, здесь тоже будут модели. И дальше, ну, пока проходить нет смысла, потому что там просто абсолютно темно. И там ничего не видно, но там готовятся к отъезду в будущее. Но пока только готовятся. Есть платформа, но еще нет вагона. Поезд еще не пришел. Он, может быть, и уйдет когда-то в будущее, но пока что он еще не пришел. Ну, я не знаю, сколько мы еще будем. Или будем дальше ходить, или остановимся. Пойдем, наверное, обратно. Что еще здесь можно сказать? Наверное, вот пока на сегодняшний день то, что вижу, есть какие-то проблемы, как всегда при постройке. Где-то лампочек не хватает, где-то сейчас будем красить лампочки. И очень много всяких деталей получается в данном случае. Но я все-таки надеюсь, что справимся, потому что очень хорошая бригада, все очень хорошо работают, быстро. Я думаю, что даже они не сталкивались с таким количеством работы на одной выставке. Ну, все привыкли, и все как бы помогают. Я просто не знаю, что делать. Вот здесь надо аккуратно ходить, чтобы не споткнуться. На самом деле мы находимся на стройке со всеми вытекающими последствиями. Не уследишь, споткнешься, упадешь в банку с краской, что у нас когда-то было. У нас куратор выставки споткнулась об банку, и краска на нее вся свалилась. Только она искупалась в этой краске. Была целую неделю очень красивого цвета. Ну и так мы можем выходить отсюда. Сейчас будет включать всякую аппаратуру. И, выходя из наших инсталляций, попадаем опять в прекрасное пространство музея Третьяковки. Все, на сегодня до свидания. Хотите еще снимать? Я думаю, что, может быть, достаточно. Там пока закончено и слишком много шума. Мы можем пройти в лабиринт, если хотите. Можем посмотреть еще сегодня лабиринт, но там тоже как бы начато, не закончено. Я не уверена, что мы сможем пройти, потому что там красить сейчас поставили леса. И вообще-то очень сложно. Здесь коридор, в котором зрители могут оставлять свои впечатления о выставке, и который нам потом подарят. Так что мы готовимся к шоку. Не только к положительным реакциям, но и к негативным реакциям. Но поскольку я думаю, что каждый художник уже давно привык, что кто-то его ругает, а кто-то его хвалит, то проблем особых не будет. Мы не от этого ничего с нами не случится, выживем. А здесь будет комната, как мы уже говорили, ангелов. И вот лабиринт. Это выход из лабиринта. Но мы тогда пойдем сейчас не через вход, а через выход, как положено. И посмотрим, что здесь есть. Здесь уже огромное количество работы проделано. И висят. Я даже вижу, что лампочки уже повесили. Я не успела оглянуться, повесили лампочки.
висят тексты, осталось повесить переводы, включить музыку, которая тоже уже существует, и сегодня покрасить вот эти верх этих лампочек. Цель этой покраски будет, чтобы на потолок не падал свет. Когда вы сюда попадаете, вот вы смотрите вперед, и вы видите, что вы находитесь, дополнительного света не будет, вы находитесь в таком тяжелом, безнадежном лабиринте. Где-то в какой-то момент у вас появляется ощущение, что вам никогда отсюда не выбраться. Вы попадаете в кольцо жизни этой женщины, и так же, как она отстрадала от своей жизни, неожиданно вы понимаете, что, и, наверное, у вас было что-то схожее в этой жизни. Вы также страдали, и лабиринт вашей жизни не менее трагичен. Но все-таки в конце туннеля, а это настоящий туннель, у нас есть просвет, и мы все-таки выйдем из него. Так что я предлагаю на сегодня выйти из туннеля на свет, и через пару дней мы встретимся опять.